Камни весом 1000 тонн, поднятые на высоту 20-этажного дома. Блоки, вырезанные с точностью лазера 4000 лет назад. Это не фантастика, это не компьютерная графика, это стоит прямо сейчас, и мы понятия не имеем, как это сделали. Современные инженеры смотрят на эти конструкции и разводят руками. Несложно, недорого, невозможно. С нашими технологиями, с нашими кранами, с нашими знаниями. Сегодня 5 мегаструктур, которые ломают все, что мы знаем о древнем мире. 5 мест на разных континентах. 5 загадок с одним почерком. И один вопрос, который историки предпочитают не задавать. Кто владел технологиями, которых у нас нет до сих пор, и куда они исчезли? Нас учили простой истории. Цивилизация началась в Шумере, примерно 6000 лет назад. До этого ничего. Охотники и собиратели, примитивные племена с каменными топорами, которые бродили по планете и думали только о еде. А потом бац! И сразу письменность, математика, астрономия, монументальное строительство. Как будто кто-то нажал кнопку «включить». Историки называют это неолитическая революция. Удобное слово, удобное объяснение, закрывает вопрос. Но что, если все было иначе? Что, если до Шумера, до Египта, до всего, что мы считаем началом, существовала цивилизация, которую мы потеряли? Платон писал об Атлантиде. Могущественное государство, уничтоженное катастрофой за одну ночь. Мы смеемся. Сказки. Индийские веды описывают войны богов с летающими колесницами и оружием, испепеляющим города. Мы говорим «мифология». Шумерские таблички перечисляют царей, правивших до потопа, сотни тысяч лет. Мы пожимаем плечами, преувеличение. А что, если это не сказки? Что, если это память? Искаженная тысячелетиями пересказов, превращенная в легенды и мифы. Но память. О тех, кто был здесь до нас. О тех, кто знал больше. О тех, кого смыло, сожгло, стерло, каким-то катаклизмом, о котором мы можем только догадываться. И если это правда, где доказательства? Бумага сгорает, дерево гниет, металл ржавеет. Но камень остается. И эти доказательства стоят. Прямо сейчас. 5 мегаструктур на 5 континентах. Разные культуры, разные эпохи. Тысячи километров между ними. Но один почерк. Одна невозможная точность, один уровень технологий, которого не должно было быть. Как будто все они учились у одного учителя или были частью чего-то большего. Чего-то, что мы забыли. Начнем. Ливан, долина Бекаа, 80 километров от Бейрута. Здесь стоит храм Юпитера, римское святилище, построенное примерно 2000 лет назад. Красивые колонны, классическая архитектура. Туристы фотографируются. Но римляне строили свой храм на чем-то, на фундаменте, который был там задолго до них. И вот тут начинается странное. В основании храма лежат 3 камня. 3. Их называют трилитон. Каждый весит около 800 тонн. Длина 19 метров, высота 4 метра, ширина 3,5 метра. Они подняты на высоту 10 метров и уложены в стену с миллиметровой точностью. Давай осознаем эту цифру. 800 тонн – это вес полностью загруженного аэробуса А-380. Самолет. В камне. На высоте 3-го этажа. 4000 лет назад. Как? Но подожди, это еще не все. В километре от храма в древней каменоломне лежит еще один блок. Местные называют его Хаджар-эль-Хубла – камень беременной женщины. Легенда гласит, что его вырезала беременная женщина с помощью магии. Вес 1000 тонн. Его начали вырезать из скалы и бросили. Почему? Мы не знаем. Может, треснул, может, оказался не нужен, может, что-то произошло. А рядом с ним еще один блок. Его обнаружили только в 2014 году, когда раскопали грунт. 1200 тонн. Самый тяжелый обработанный камень в истории человечества. Лежит там
никому не нужный, забытый на тысячелетия. И вот вопрос, который инженеры задают уже десятилетия. Как поднять 800 тонн на высоту 10 метров? Самый мощный мобильный кран в мире – Liebherr LTM 11200. Он может поднять 1200 тонн, но только на несколько метров, только при идеальных условиях. На подготовленной площадке размером с футбольное поле, с противовесами, с растяжками, с командой инженеров. В Баальбеке такой площадки нет. Там узкая долина, горы, неровный рельеф, никакого пространства для маневра. И еще деталь. Римляне, лучшие инженеры древнего мира, пришли в Баальбек и увидели этот фундамент. Они не знали, кто это построил, они не могли это повторить. Они просто построили свой храм сверху, потому что сдвинуть эти камни они не могли. И мы не можем. Но кто-то смог. Кто? А теперь на другой конец света. Перу. Анды. Высота 3700 метров над уровнем моря. Здесь, над древней столицей инков Куско, возвышается крепость Саксайоаман, точнее то, что от нее осталось. Когда пришли испанцы, они увидели стены, уходящие в небо, 3 яруса гигантских камней, и начали разбирать. Верхние ярусы растащили на строительный материал для церквей и домов, но нижний уровень они не тронули, не смогли, потому что там камни весом до 200 тонн. Попробуй разбери. И они уложены так, что между ними не проходит лезвие бритвы. Буквально. Исследователи пытались вставить бумагу в стыки. Не получилось. Зазор меньше половины миллиметра. Но это не главное. Камни не прямоугольные. Каждый имеет сложную, уникальную форму. 6 углов, 8 углов, 12 углов. Некоторые больше 30 углов. И каждый идеально стыкуется с соседними, со всех сторон. Как трехмерный пазл, весом в сотни тонн. Без раствора, без цемента, без клея. Просто камень к камню. И эта конструкция стоит уже 1000 лет. В зоне высокой сейсмической активности. Куско трясет регулярно. Испанские здания рушились, современные трескаются. Саксайоаман не царапины. Как будто землетрясения его только укрепляют. Когда испанцы спрашивали инков, кто это построил, те отвечали: «Не мы. Это было здесь до нас. Это построили боги». Официальная наука говорит: каменные молотки, бронзовые инструменты, бесконечное терпение. В 1990-х годах группа археологов решила проверить. Попытались вырезать и подогнать 2 блока традиционными методами. На один стык ушло несколько месяцев работы. Результат – зазор в несколько миллиметров. В Саксайоамане таких стыков тысячи, с точностью которой мы достигаем только на станках с числовым программным управлением. Станках, которые изобрели в 20 веке. Совпадение? Или тот же почерк, тот же учитель? Египет. Саккара. Пустыня в 30 километрах от Каира. 1850 год. Французский археолог Агюст Мариет бродит по пескам в поисках древностей и находит вход, полузасыпанный, забытый, ведущий вниз, под землю. Мариет спускается и попадает в лабиринт. Сотни метров туннелей, вырубленных в скале, ниши по обеим сторонам, и в каждой нише оно – саркофаги. 24 гигантских короба из черного и розового гранита. Каждый короб весит 70 тонн, каждая крышка – еще 30. 100 тонн полированного гранита в каждой нише, под землей, в узких туннелях, без окон и без света. Как их туда затащили? Но вес не главная загадка. Главная загадка – точность. Американский инженер Кристофер Дан приехал с Серапеум с измерительным оборудованием. Лазерный уровень, микрометры, инструменты для проверки точности промышленных станков. И обнаружил невозможное. Внутренние поверхности саркофагов плоские, идеально плоские. Отклонение менее 0,002 дюйма. Это 0,005 миллиметра. Это точность современного фрезерного станка. Углы ровно 90 градусов. Не примерно, ровно. Поверхность отполирована до зеркального блеска. Гранит.
Гранит – один из самых твердых минералов на планете, 6-7 по шкале Mohs. Его нельзя поцарапать медью, его нельзя обработать бронзой, его нельзя отполировать песком, не до такой степени. Для такой работы нужны алмазные инструменты, машинная обработка, станки. У египтян, по официальной версии, не было ни того, ни другого. И еще одна странность. Эти саркофаги пустые. Мариет не нашел в них ничего, ни мумий, ни костей, ни надписей, ни украшений. Официальная версия – погребальные камеры для священных быков Аписов. Быки в 100-тонных гранитных саркофагах с точностью до микрона. Где быки? Где хоть какие-то следы захоронений? И зачем быку такая точность? Вопросы множатся, ответов нет. Но почерк тот же. Возвращаемся в Южную Америку, Боливия, Альтиплано, высокогорное плато на высоте 3800 метров. Холодно, пустынно, почти нет кислорода. Не самое очевидное место для строительства. Но именно здесь, рядом с руинами древнего города Тиауанака, лежит нечто, что не укладывается ни в какие рамки. Пума-пунку. На первый взгляд, просто обломки. Каменные блоки, разбросанные по плато. Хаос, разрушение. Но присмотрись. H-блоки. Огромные плиты, вырезанные в форме буквы H. Вес до 130 тонн. Поверхности идеально ровные. Желоба одинаковой глубины по всей длине. Отверстия как будто просверлены на станке. И самое странное. Каждый H-блок – копия другого. Миллиметр в миллиметр. Как будто их штамповали на конвейере по одному шаблону. Стандартизированное производство 4000 лет назад, на высоте, где дышать тяжело. Материал андезит, вулканическая порода, тверже гранита. Его нельзя обработать бронзой, она просто сотрется. Его нельзя резать камнем, он сам камень. Даже современные инструменты работают с андезитом тяжело. И вот еще вопрос. Ближайшее месторождение такого андезита в 90 километрах, по горам, на высоте 4 километра. Без колеса, у анских культур его не было. Без тягловых животных, лам нельзя использовать для таких грузов. 90 километров, 130 тонн, вручную. Официальная версия – катки и веревки. Попробуй прокатить 130 тонн по горам, на высоте, где нормальный человек задыхается. Но дело даже не в доставке, дело в том, что здесь строили. H-блоки имеют пазы, выступы, замковые соединения, как детали конструктора Лего. Они были созданы для сборки чего-то большого, чего-то сложного, чего-то, что требовало такой точности. Чего? Мы не знаем. Потому что это что-то было уничтожено. Не временем. Посмотри на расположение блоков. Некоторые лежат в сотнях метров от основной платформы, как будто их разбросало. Взрывом, землетрясением, потопом. Что-то произошло здесь. Что-то, что разметало 100-тонные камни как игрушки и превратило величайшую структуру древности в загадку без ответа. И, наконец, она. Египет. Плато Гиза. Великая пирамида. Ты видел ее 1000 раз. На картинках, в фильмах, на заставках. Ты думаешь, что знаешь о ней все. Ты ошибаешься. Мы все ошибаемся. Цифры, которые не попадают в туристические путеводители. 2,3 миллиона блоков. Средний вес 2,5 тонны. Блоки царской камеры до 80 тонн. Общий вес около 6 миллионов тонн. Высота 147 метров, 48 этажей. 4500 лет, и она все еще стоит. Но не это поражает. Поражает точность. Основание пирамиды – квадрат. 230 метров на 230 метров. Отклонение от идеального квадрата – 2 сантиметра. 2 сантиметра на 230 метров. Эта погрешность 0,09%.
Современные строительные нормы допускают от 1 до 2%, и это считается отличным результатом. Египтяне – 0,09%. Без лазерных уровней, без GPS, без компьютеров, с медными инструментами, по официальной версии. Пирамида выровнена по сторонам света – север, юг, восток, запад. Точность – 3 угловых минуты. Это точнее, чем Гринвичская обсерватория, построенная в 17 веке с использованием телескопов. Как они это измерили? Грани пирамиды не плоские, они имеют легкую вогнутость, едва заметную, обнаруженную только с воздуха. Вогнутость ровно такая, чтобы компенсировать кривизну Земли. Случайность? Пирамида стоит на точке пересечения самой длинной параллели и самого длинного меридиана суши. Географический центр всей земной поверхности. Они не могли это знать. У них не было карт мира. Или были? Соотношение периметра основания к высоте равно 2π. Число π, зашитое в пропорции. Официальная позиция – совпадение. Много совпадений. Слишком много. И вот арифметика, которую не любят показывать. 2,3 миллиона блоков. 20 лет строительства, по официальной версии. Давай считать. 20 лет – это примерно 7300 дней. 2,3 миллиона делим на 7300. 315 блоков в день. Круглосуточно – это один блок каждые 4,5 минуты. Добыть в каменоломне, обработать, доставить, поднять на высоту до 147 метров, уложить с точностью 0,09% каждые 4,5 минуты. 24 часа в сутки, 365 дней в году, 20 лет подряд, без выходных, без болезней, без задержек. Веревками и медью. Веришь? 5 мегаструктур. Ливан, Перу, Египет, Боливия и снова Египет. Разные континенты, разные культуры, разные тысячелетия. Тысячи километров между ними. Океаны, горы. Никаких контактов, по официальной истории. Но везде один почерк. Точность, которую мы едва можем повторить. Грузы, для которых у нас нет машин. Материалы, которые мы не можем обработать, их инструментами. И один вопрос. Как? Как они координировали камни весом в сотни тонн с точностью до миллиметра? Чем резали гранит и андезит? Как поднимали мегалиты на высоту многоэтажных домов? Откуда знали число π и географию планеты? Почему одинаковый почерк на разных континентах? Мы не знаем. Официальная наука говорит: много рабов, много времени, много терпения. Но это не ответ, это отговорка. Потому что настоящий ответ заставит переписать учебники, признать, что до нас кто-то был, кто-то, кто знал больше. Все мифы говорят об одном. Был золотой век, была великая цивилизация, были те, кто знал секреты, которые мы забыли. А потом катастрофа, потоп, огонь с неба, земля, развершаяся под ногами. И все исчезло. Остались только камни. Слишком тяжелые, чтобы смыть. Слишком твердые, чтобы разрушить. Слишком точные, чтобы объяснить. Баальбек, Саксайо-Аман, Серапеум, Пума-Пунку. Великая пирамида. Они стоят. Тысячи лет. Молча. Мы отправили людей на Луну. Мы расщепили атом. Мы создали машины, которые думают. Но мы не можем повторить то, что сделали примитивные люди 4000 лет назад. Может, мы чего-то не понимаем? Может, история не такая простая, как нам рассказывали? Может, мы не первые и не самые умные? Эти камни знают правду. Они молчат уже тысячи лет, но они ждут. Ждут, когда мы перестанем делать вид, что все понимаем, и начнем задавать правильные вопросы. Если эта история заставила тебя задуматься, на этом канале еще много загадок, о которых предпочитают молчать. Подписка поможет не пропустить следующую.